Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу предложить вам связать узор вот к такой красивой летней кофточке. Узор очень эффектный, но он не только красивый, он еще и стройнит, так как узор вертикальный. Такие вертикальные ажурные дорожки. С этим узором справится любой, кто только недавно взял спицы в руки, так как узор очень-очень прост в своем исполнении. Если вам узор понравился, давайте свяжем вместе образец этого узора. Перед вами схема узора. На схеме указаны только нечетные ряды: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Это лицевые ряды, и вяжутся они справа налево по схеме, по условным обозначениям схемы. Четные ряды на схеме не указаны, это изнаночные ряды при поворотном вязании, и при поворотном вязании они вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды в изнаночных рядах провязываются изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 14 рядов. Провязав последний 13 ряд справа налево по схеме, по ее условным обозначениям, мы возвращаемся по изнаночной стороне, это будет 14 изнаночный ряд, и далее начинаем повторять узор вверх по вязанию с первого ряда по 14. И далее так и повторяем вверх по вязанию с 1 по 14 ряд на нужную вам высоту изделия. Раппорт узора в ряду состоит из 12 петель. Для того, чтобы набрать нужное количество петель при поворотном вязании, ваше количество петель должно делиться на число петель раппорта, то есть на 12. Плюс вы добавляете еще 2 кромочные петли, одну в начале ряда и одну в конце ряда. Плюс добавляете петлю одну для симметрии в начале ряда. То есть в каждом ряду, в начале каждого ряда лицевого вы будете провязывать лицевую петлю симметрии. То есть конец узора и начало узора должны у нас быть одинаковыми, чтобы выглядел узор гармонично и симметрично. В конце узора у нас лицевые петли, поэтому в начале узора тоже должны быть лицевые петли. Этот узор можно вязать, конечно, и по кругу. Для того, чтобы набрать нужное число петель для вязания по кругу этого узора, число ваших петель должно делиться на 12, то есть должно быть кратно 12. Петлю симметрии и кромочные петли набирать не нужно при вязании по кругу, но нужно набрать одну петлю для замыкания петель в круг. При круговом вязании все ряды, и нечетные, и четные, являются лицевыми и вяжутся справа налево. При этом нечетные ряды вяжутся по схеме, по ее условным обозначениям, а четные ряды вяжутся по рисунку. То есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при круговом вязании провязываем лицевой петлей. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Вот такая скобка – это накид. Стрелочка, которая показывает вверх, это 3 петли вместе одной лицевой с центральной петлей сверху. Цифра 2, скобочка и цифра 2 в этой скобке
означает 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Стрелочка, которая показывает вниз, означает 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Схема очень простая. С этой схемой справится любой, кто только начинает вязать. Для поворотного вязания на спице я набрала 27 петель самым обычным классическим способом набора петель. Это 2 раппорта по 12 петель, 24 петли, плюс 2 кромочные петли, 26 петель и плюс 1 петля для симметрии, которая провязывается только в начале лицевого ряда. 27 петель. И провязала один базовый подготовительный ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной, чтобы перейти на лицевую сторону работы, где у меня вот такая красивая косичка наборного ряда. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Вяжем первый лицевой ряд справа налево. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идет петля симметрии, лицевая петля симметрии. Провязываем ее, провязываем лицевую петлю симметрии, и после этой петли я советую повесить маркер для того, чтобы потом эту петлю не потерять. Далее начинаем провязывать раппорт узора. Накид. После накида у нас идет вот такая стрелка, которая показывает вверх. Это 3 петли вместе, одной лицевой с центральной петлей сверху. Вот эти 3 петли. Центральная петля должна быть сверху при провязывании этих 3 петель вместе. Как это сделать? При классическом способе вязания мы первую и вторую петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу за передние стенки слева направо. Вот так. И переснимаем эти петли, не провязывая на правую спицу. Этим мы поменяли местами первую и вторую петли. Вот эта петля была центральная, вот она оказалась у нас впереди. Это была у нас центральная вторая петля. Затем третью петлю провязываем изнаночной классической петлей. И затем протягиваем эту провязанную петлю через переснятые. Для этого левую спицу заводим в переснятые петли впереди работы, вовнутрь их, и протягиваем через них провязанную петлю. И у нас получились 3 петли вместе, одной лицевой с центральной петлей сверху. Здесь получается косичка красивая сверху. Вот таким образом. Я же вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я провяжу эти 3 петли вместе по-другому. Для того, чтобы при бабушкином способе вязания провязать 3 петли вместе одной лицевой, мы первую и вторую петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих 2 петель. Ввели и пересняли. Теперь крайнюю петлю с правой спицы мы спускаем. Следующую петлю возвращаем на левую спицу. Затем возвращаем на левую спицу ту петлю, какую мы спустили, не перекручивая ее. Вот так у нас получается. И теперь 3 петли вместе провязываем одной лицевой петлей за задние стенки. Для этого правую спицу вводим внутрь всех этих петель, захватываем рабочую нить и провязываем их вместе
одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Вот такая косичка у нас получится. Далее идет накид. Делаем накид. 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Стрелка, которая показывает вниз, 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево. При классическом способе вязания эти 2 петли вы сначала должны развернуть. Для этого вы переснимаете их на правую спицу, по очереди вводя правую спицу сзади работы за заднюю стенку петли слева направо. Мы пересняли 2 петли на правую спицу, этим мы их развернули. Теперь возвращаем эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево за задние стенки. Вводим правую спицу внутрь этих петель, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Я же вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я провяжу эти 2 петли сразу, 2 петли вместе, 1 лицевой за задние стенки, не разворачивая их. Ввожу правую спицу внутрь этих петель, 2, захватываю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Вот такой красивый наклон влево у нас получается. Далее идут 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. Мы провязали раппорт узора из 12 петель. После раппорта узора вешаем маркер. То есть раппорты мы будем отделять друг от друга маркерами, чтобы не запутаться в провязывании раппортов. Вяжем следующий раппорт. Накид. Далее идет 3 петли вместе, 1 лицевой с центральной петлей сверху. Центральная петля должна быть сверху. Для этого мы переснимаем на правую спицу при бабушкином способе вязания. Я вяжу бабушкиным способом. Первые 2 петли вводим правую спицу внутрь этих петель и переснимаем на правую спицу. Затем крайнюю петлю с правой спицы мы спускаем, придерживаем ее большим пальцем левой руки. Возвращаем следующую петлю на левую спицу, а затем возвращаем на левую спицу ту петлю, которую мы спустили. И теперь эти 3 петли провязываем 1 лицевой петлей вместе за задние стенки. Для этого вводим правую спицу внутрь всех этих петель, захватываем рабочую нить и провязываем 3 петли вместе, 1 лицевой с центральной петлей сверху. Вот у нас здесь косичка получается. Красивая косичка. Далее делаем накид. 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Делаем накид. 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Вводим правую спицу внутрь 2 петель и провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой за задние стенки с наклоном вот таким красивым влево. Далее у нас 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Если вы набрали несколько раппортов для своего изделия, вы вешаете
маркер и вяжете следующий раппорт. И так далее повторяете провязывание раппортов. Вешаете маркер, вяжете следующий раппорт, вяжете потом следующий раппорт. И так повторяете, разделяя раппорты маркерами. В конце ряда провязываем кромочную петлю, изнаночную бабушкину. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Вяжем изнаночный ряд. Слева направо по рисунку. Второй изнаночный ряд. Все изнаночные ряды на данной схеме провязываются изнаночными петлями, то есть вяжем ту петлю, какую видим. У нас здесь все петли выглядят как изнаночные, вот с этими бугорками. Накиды мы также будем провязывать в изнаночном ряду изнаночной петлей. И так во всех четных изнаночных рядах вяжем как второй ряд. Все петли изнаночные. До конца ряда провязываем. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. И так вяжем весь ряд. Вот опять накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Вот у нас были здесь 3 петли одной лицевой вместе в лицевом ряду. Вот здесь у нас такой большой бугорок. Тоже здесь у нас изнаночная петля. Накид провязываем за переднюю стенку изнаночной петлей. Маркер переснимаем и провязываем далее весь ряд до конца изнаночными петлями. Накид тоже изнаночная петля за переднюю стенку. Опять у нас накид, провязываем его изнаночной петлей за переднюю стенку. Еще накид, изнаночная петля за переднюю стенку. Маркер переснимаем, который отделял петлю симметрии. И петля симметрии у нас в изнаночном ряду тоже выглядит как изнаночная петля с бугорком. Она была у нас лицевая в лицевом ряду, петля симметрии. Здесь она у нас изнаночная. Вяжем ту петлю, какую видим. Кромочная петля, также изнаночная бабушкина. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Вяжем 3-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идет петля симметрии. В лицевых рядах петля симметрии у нас будет всегда провязываться лицевой петлей. Маркер, который отделяет петлю симметрии, переснимаем. Далее вяжем накид. 3 петли вместе, одной лицевой с центральной петлей сверху. Вот эти 3 петли провязать нужно вместе. Для этого первую и вторую петли мы переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих петель. Можно немножко вот так расширить правой спицей. Ввели, пересняли. Затем крайнюю петлю, так немножечко тоже ее вытянуть, спускаем с правой спицы. Следующую петлю возвращаем на левую спицу. Затем ту петлю, какую мы спустили, также возвращаем на левую спицу. Вот у нас центральная петля уже лежит впереди. И теперь все эти 3 петли, первая, вторая и третья, вот в таком виде они у нас лежат сейчас. Эти петли, мы их поменяли местами, первую и вторую петлю. Провязываем все 3 петли вместе, одной лицевой за задние стенки. Для этого вводим правую спицу внутрь этих петель, захватываем рабочую нить и провязываем
одной лицевой петлей за задние стенки. Вот так у нас получается красивая косичка. Далее у нас идет накид, 2 лицевые петли, провязываем одну лицевую, вторую лицевую петлю. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому, чтобы эти 2 петли провязать вместе с наклоном вправо, я должна сначала их развернуть. Для этого по очереди я пересниму их на правую спицу, вводя правую спицу сзади работы. Вот так, слева направо. Переснимаю. И следующую, вторую петлю переснимаю, вводя правую спицу сзади работы, слева направо, за заднюю стенку петли. Я пересняла 2 петли на правую спицу, этим я их развернула. А теперь возвращаю их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы эти петли, не разворачивая, сразу провязываете 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Далее идет накид, лицевая петля, провязываем лицевую петлю, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, вот эта стрелка вниз. Провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки при бабушкином способе вязания. При классическом способе вязания вы сначала разверните эти 2 петли, как разворачивать я показала, а затем тоже провяжите эти 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вводим правую спицу внутрь этих петель, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. 2 лицевые петли. 2 лицевые петли провязали. Маркер переснимаем. Мы провязали один раппорт узора из 12 петель. Повторяем раппорт. Накид, 3 петли вместе одной лицевой. Вот эти 3 петли мы должны провязать вместе. Для этого первую и вторую петлю мы переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу справа налево внутрь этих петель. Вот так. Ввели и пересняли, не перекручивая петли. Затем можно немножечко вот так расширить, чтобы было удобнее провязывать. Затем крайнюю петлю с правой спицы мы спускаем, следующую петлю возвращаем на левую спицу, затем на левую спицу возвращаем ту петлю, какую мы спустили. И теперь вот эти 3 петли мы провязываем вместе одной лицевой за задние стенки. То есть мы поменяли первую и вторую петлю местами. У нас вторая петля оказалась впереди, вот она, которая была центральная. Вводим правую спицу внутрь этих петель справа налево, захватываем рабочую нить и провязываем 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Получается вот такая косичка. Далее делаем накид, 2 петли лицевые, провязываем 1 лицевая, 2 лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо,
Для этого я разворачиваю эти 2 петли, вводя правую спицу сзади работы, за заднюю стенку петли, переснимаю одну петлю на правую спицу, переснимаю вторую петлю на правую спицу, введя правую спицу сзади работы, за заднюю стенку петли слева направо. Я пересняла 2 петли на правую спицу, этим я их развернула. Затем возвращаю эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид, лицевая петля, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Я провязываю при бабушкином способе 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. При классическом способе вязания вы сначала разверните эти 2 петли, а затем тоже провяжите их 2 вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. 2 лицевые петли. Одна лицевая, вторая лицевая. Я провязала второй раппорт узора. У меня всего в образце 2 раппорта. Если у вас набрано несколько раппортов при вязании изделия, вы вешаете опять же здесь маркер и начинаете провязывать следующий раппорт с его начала. Накид, 3 петли вместе, накид и так далее. И так каждый следующий раппорт провязываете, вешая между ними маркерами. В конце ряда кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваете работу на изнаночную сторону и вяжете 4-й изнаночный ряд всеми изнаночными петлями, точно так же, как и второй. То есть все четные ряды вяжем, как второй ряд. Все петли изнаночные. Накиды также у нас изнаночными петлями вяжутся. Друзья, далее вы самостоятельно по этой схеме, по аналогии, как я уже показала, провязываете узор. Вот уже начинает вырисовываться узор у нас. Здесь нет новых обозначений. Все ряды вяжутся аналогично тому, как я показала. Вяжете 4-й ряд, потом 5-й ряд справа налево и так далее. Все то же самое, только нужно смотреть на каждое обозначение и его провязывать. Я думаю, это будет очень легко и быстро. На этом у меня все. Если мастер-класс вам был полезен, пригодится, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. А если кто еще не подписался на канал, подпишитесь. Я буду очень рада. Здесь будет очень много еще интересного и полезного. На этом у меня все. Пока-пока. До новых встреч.